Это водопады Игуасу, самая большая цепь водопадов в мире. А это мы на водопадах Игуасу 2 недели назад. Сегодня мы расскажем, как мы съездили в национальный парк с аргентинской стороны, что увидели и сколько это стоило. Для начала немного географии. Водопады Игуасу располагаются в национальном парке с тем же названием и находятся на границе двух государств – Аргентины и Бразилии. Посмотреть на них едут как на бразильскую сторону, так и на аргентинскую. Мы разберем подробнее аргентинскую сторону. Как-то вот так выглядит карта всего парка. Немножко какая-то старая, тут видны потертости. Вот здесь на станции мы поедем до поезда, прямо до самого верха. Потом вернемся, и тут есть несколько троп. Вот синие можно прогуляться, это верхняя тропа, и желтая, это как нижняя тропа. Итак, вот что нам предстояло увидеть. Нижнюю тропу, верхнюю тропу, прокатиться на поезде, посмотреть на глотку дьявола и увидеть Насух. Но сначала разберемся, как доехать до этого чудесного места. Сейчас мы живем в Аргентине, так что наш путь начинался из Буэнос-Айреса до ближайшего от водопадов города Пуэрто-Игуасу. План был такой. Мы прилетаем вечером, добираемся до города, прогуливаемся по окрестностям, ночуем, а с утра на весь день отправляемся в парк и вечером улетаем домой. В очень прикольном месте. Здесь 3 флага, 3 страны, которые буквально видно через берег. Но, к сожалению, сейчас почти ничего не видно из-за того, что ночь. Здесь Бразилия, мы на аргентинской стороне, и Парагвай. 3 стороны, 3 страны. Мальвинские острова — это британские острова, но аргентинцы не могут с этим смириться и пишут везде, что... Они повсюду действительно пишут, что это их острова, даже дорожные знаки про это напоминают. Короче, Мальвинские острова аргентинские. Это вот там через речку, получается, уже бразильцы пишут. Их отсюда слышно, у них там праздник. На аргентинской стороне все спокойно, с парагвайской даже никаких фонариков нет. Аргентинцы сходят с ума по спорту и по танцам. Они везде занимаются и спортом, и танцуют. Усауг. Тут ничего не видно. А там бассейн прикольный. Так, что, время 7 утра. Пора бежать. Сегодня короткий день, надо много всего успеть. Сейчас у нас завтрак и потом сразу автобус в парк. Бразилия. Вау, в 7 утра здесь уже полная столовка. Тут очень много людей. Завтрак только начался. Все рано едут на всякие экскурсии, на лодке. Все стартуют с утра, чтобы успеть к вечеру. Все, чем кормят, это какие-то хлопья, куча всяких сладких булочек. Бекон с яичницей. И фруктики. Готовый салат. Все не очень аппетитно выглядит. Все выглядит очень странно и куча сладких булочек. Такой себе завтрак. Но набираем. Утренний Пуэрто-Игуасу очень тихий и пустой. Редко можно встретить бездомную собаку, как мы думали в Аргентине, но это, наверное, больше про Буэнос-Айрес, там супер все dog-friendly. Здесь бездомные собаки встречаются часто, и это грустненько. Они веселые. Да, но они Они не такие грустные, как в Турции. Да, опять же, отсылка к Турции. Кто был, знает, что там куча бездомных животных, собак, кошек. Чтобы доехать до национального парка, нужно купить билет на автовокзале города на автобус. Они ходят каждые 20-30 минут и стоят 600 песо на человека. Приехали, идем разбираться. Мы в парке, здесь супер тихо. Все люди остались снаружи, стоят в очереди покупать билетики, мы удобно все сделали через... Тут должна была быть реклама, но нет, мы просто купили онлайн.
вообще не боятся. Может, я еще погладить могу? Капец их там. Когда мы читали гайды, все советовали глотку дьявола оставить напоследок. Поэтому мы решили сделать все наоборот и отправились туда первым делом. Логика была такая: пока мало народа, мы успеем посмотреть на глотку дьявола во всей красе без огромной толпы. А еще к вечеру мы были бы уставшими и не смогли бы оценить этот водопад по достоинству. Мы успеваем, интересно? Теперь нам ждать 30 минут. Чтобы добраться до водопада, нужно преодолеть несколько километров пути или просто воспользоваться бесплатным поездом. По пути еще можно разглядывать местные красоты или просто пообщаться с попутчиками о том о сём. Но мало доехать до водопада на поезде, до него еще нужно идти минут 15 по специальному мосту через реку. Там вот глотка дьявола. Ну вот мы на глотке дьявола, самый большой водопад, почти ничего не видно. Очень много воды, как будто дождь идет, не переставая, все мокрые, уже несколько раз переоделись, но виды вообще потрясающие. Когда немножко утихает, становится что-то видно, то действительно очень красиво. Мы просто все мокрые. Дальше наш путь лежал по нижней тропе, потому что там была еда. Что, мы вернулись с поезда, уже сели покушать. Здесь прикольное такое местечко. Такой формат, платишь один раз и берешь все что угодно. Прикольно, много выбора, классная вкусная еда и вышло недорого. 20 баксов на двоих, там на рубли где-то 1500. Несколько ресторанчиков, буфет, где-то бегает обезьянка по крыше. Заходим на нижний круг, который по карте был желтый, он по уровню ниже, то есть мы над водопадами уже не будем так ходить, будем ходить где-то по лесу, искать животных. На смотровые площадки там должны быть какие-то, откуда тоже должны открываться красивые виды на водопады, потом, наверное, пойдем на верхний.
Нижний круг прошли, водопады видели, вы все видели, можно идти дальше. Это было быстро, 2,5 километра, писали, что 1,5 часа это занимает, не знаю, мне кажется, минут за 30 это можно пройти, ну плюс там 10-15 минут постоять, позалипать, что-то пофоткать, и, в принципе, все быстро и легко, поэтому мы сразу идем на второй, даже без отдыха, мы вообще спортсмены, супермены. Здесь можно на автобусе на бразильскую часть уехать, там на водопады посмотреть. И плюс с бразильской стороны город побольше. Здесь Пуэрто-Игуасу, маленький такой городок, чисто, ну не знаю, вот реально переехать, остановиться где-то в отеле, съездить на водопады и все, в самом городе делать нечего. Ну вот такие магазинчики здесь сувенирные, повсюду продают штуки для того, чтобы пить мате, всякие приколы. В общем, на самом деле не особо разнообразно. Короче, в самом городе делать нечего. Вечером мы прикольно сходили на пересечение там рек, где 3 страны. Сейчас мы до туда не успеваем доехать, днем посмотреть, но в принципе я думаю, что там терять нечего. В самом городе, не знаю, все пусто, магазинов нет. Как бы миленько, аккуратненько, но буквально 2 поворота сделать куда-нибудь, и там уже супер скучно, ничего нету. То есть мы даже хотим походить, как какие-то туристы, что-то поискать, магазинчики каких-нибудь сувениров, ну, не особо. Все, пошли, чуть-чуть купили всякой фигни, едем в аэропорт, полетим обратно домой в Буэнос-Айрес. Какой итог? Мы все сгорели, очень были жаркие деньки, 35, наверное, градусов, не знаю. Я не ожидала, что будет так мало народу. Мне казалось, что будет все загружено, но на самом деле было прекрасно. И мы не ожидали, что глотка дьявола будет открыта, потому что она была закрыта на ремонт. Но мы случайно узнали, что она открыта уже в самом парке. Да, буквально 15 дней назад открыли мост, по которому можно дойти до нее, как раз там, где тебя сильно обливают водой. Это было очень неожиданно и классно, что мы смогли туда попасть. Прикольно, что людей вроде бы много, но тебе никто не мешает. И, наверное, уже не сезон, март. Даже билеты из Буэнос-Айреса сюда были дешевле, чем летом. На смотровых площадках, где прикольно пофотаться, тоже особо тебе никто не мешает. Классно. Прикольная поездка, сами водопады, безумная красота. В нашем стиле, интенсивно, мы прям мощно сегодня прошлись, погуляли с самого утра до вечера. 2 круга сделали по обеим тропам, съездили на поезде до Глотки Дьявола, в городе гуляли, пошопились. Вообще класс. Ждем самолет, в принципе, устали, сильно устали, хотим домой, сейчас часик здесь, 1,5 часа лететь. Вот. Ну и теперь посмотрим, сколько мы потратили. Всего с билетами, транспортом, отелем и сувенирами с едой вышло $252 на двоих за 2 дня.